Добрый день, уважаемые друзья! Вы на канале On The Bike, где мы разговариваем обо всем, что связано с велосипедом и велотуризмом. Сегодня мы делаем обзор на велосипед Cisco D5 от бренда Polygon, который принадлежит и выпускается индонезийской фабрикой NCR Sena. Подробнее об этом производителе вы можете узнать в нашем отдельном ролике. Официальная цена этого двухподвеса около 100 тысяч рублей. Это универсальный велосипед для кросс-кантри и любительской трейловой езды. В первую очередь он будет адресован тем райдерам, которые уже давно катаются на велосипеде и хотели бы расширить свои границы возможностей и попробовать себя в трейловой технике езды. Потому как ни крути, но двухподвес гораздо более управляем на высокой скорости по грунтовкам и особенно по каменистым тропинкам, так как обеспечивает гораздо лучшее сцепление с грунтом. Давайте разберемся в его комплектации, плюсах и минусах. Давайте начнем с главного, это рама. В первую очередь, на что обращаешь внимание, это дизайн велосипеда. Рама выполнена в единственной черно-серо-красной расцветке и сделана она очень элегантно. Если смотреть на поверхность, то обращаешь внимание, что она покрыта такими очень маленькими глянцевыми капельками. Рама велосипеда спроектирована на базе агрессивной трейловой геометрии. Угол рулевого стакана 67 градусов. Сама рама построена из гидроформованных труб с тройным баттингом. Не забыли и про скрытую проводку тросов внутри рамы. Если впоследствии на велосипеде вы захотите поставить дроп-пост, то это можно будет сделать без труда, тем более, что инженеры позаботились об этом и сделали возможность скрытой проводки тросика и под него тоже. Для усиления конструкции нагруженные участки проварены дополнительными косынками. Модель велосипеда Cisco выпускается в трех размерах, это S, M и L. Все они построены на колесной базе 27,5 дюймов. У двух размеров S и M могут возникнуть некоторые проблемки. Смотрите, здесь вот на размере S не вылезает фляжечка. На размере M, возможно, потребуется поворотный флягодержатель. Поэтому вот эти вот бонки можно использовать для хранения мультитула или камеры. Конструкция задней подвески довольно стандартная. Это однорычажка с дополнительными линками. Это, пожалуй, самое популярное решение на рынке. Задний амортизатор SR Santur Raydon с ходом 51 мм. Воздушной пружиной и блокировкой. К сожалению, он не оснащен регулировкой скорости отскока, здесь она фиксированная. Такая модель используется как в кросс-кантрийных, так и в трейловых велосипедах начального уровня. Расположение заднего амортизатора имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, здесь невозможно поставить фляжку на маленьких размерах рамы, с другой стороны, в таком положении очень удобно пользоваться блокировкой, просто буквально не отводя взгляда от трассы одним движением. На велосипеде установлена пружинно-масляная вилка SR Santur XCM HLO, которая позволяет райдеру прыгать с высоты до 1 метра. На правой ноге блокировка, на левой ноге регулировка жесткости пружины. Труба у вилки прямая, хотя возможно здесь установить коническую трубу. Внизу крепление колес на эксцентрике. К сожалению, здесь вот очень не хватает оси. Но при этом, если вы захотите поставить новую вилку с конической трубой, то они, как правило, идут уже с креплением колес под оси. На велосипеде установлена резина шириной 2,25, но при этом остается очень большой грязевой зазор, что будет препятствовать блокировке колеса даже при сильном загрязнении резины. И если на переднем колесе зазоры большие, то вот на заднем они просто гигантские. Тут свободно помещается рука. И даже если ваш велосипед очень сильно испачкается, зазоры между рамой и линками здесь настолько большие, что все это вымыть будет вообще без труда. Из дополнительных плюсов можно отметить очень мощный отбойник цепи на нижнем правом пере и дополнительные заглушки внутренней прокладки, а также отбойники для рубашек, чтобы они не протирали краску на раме. Единственное, что мы, к сожалению, не сможем проапгрейдить на этом велосипеде, это заднее колесо. Оно так и останется на эксцентрике. Ось здесь поставить невозможно, потому что рама сделана только исключительно под эксцентрик.
Большой плюс этого велосипеда заключается в том, что он полностью оснащен оборудованием Shimano, в надежности которого сомневаться не приходится. 9-скоростная трансмиссия построена практически на одной группе Shimano. Здесь используются монетки Alivio SL M3120 2х9 скоростей, передний переключатель Alivio FD M3120E и задний переключатель Alivio RD M3120, но, к сожалению, без блокировки цепи, а вот она была бы очень важна на трейлах, чтобы исключить биение цепи. Здесь установлена интегрированная система Altus FC M2102 с вынесенными подшипниками, с ведущими звездами на 36 и на 22 зуба. Такая конструкция позволяет добавить торсионной жесткости велосипеду, что очень важно на вкручивании в гору. Сзади установлена кассета Shimano SC UG200 на 11.36, также от группы Altus. Цепь здесь стоит от бренда Taiya. Стоит обратить внимание на то, что у нее облегченные линки. Переходим к тормозной системе. Сиску D5 оборудован гидравлическими тормозами, также от фирмы Shimano. Тормозные ручки Acera Shimano BL M201 под 2 пальца, что важно при управлении трейловым велосипедом. Калиперы Acera BR M201. Тормозные диски SM RT10 под центр-лок, которые принадлежат группе Alivio. На переднем колесе 180 мм и 160 мм на заднем. Знаете, довольно редко можно увидеть на велосипедах и монетки, и переключатели одной группы, и даже тормоза одного бренда с навеской. Давайте теперь перейдем к колесам. В их основе лежат двойные обода с отверстием под ниппель Presto и конусные втулки от Shimano с креплением диска под центр-лок. На колеса установлены покрышки Entity Spiderbait 27,5 дюймов и шириной на 2,25 дюйма. И как я говорил ранее, колесо крепится с помощью эксцентрика. А теперь разберем кокпит. В его основе лежит алюминиевый руль от Entity Sport шириной 760 мм. Он установлен на прямой короткий вынос, также от Entity, длиной 45 мм. Это позволит легко выдергивать велик на дропах и препятствиях. Грипсы Entity, хоть и без грипстопов, но очень цепкие, не выскальзывают из рук, что очень важно при трейловой езде. На велике установлено седло Entity Void с выемкой по центру, чтобы снять давление в месте контакта с райдером. Размер седла 145 на 280 мм. Подседельный штырь Entity Sport длиной 350 мм и сечением 39 мм. Подседельный хомут здесь с эксцентриком для быстрой смены высоты седла. Это очень важно при трейловом катании. Порадовали и стоковые педали, они алюминиевые. Их можно установить как педальным ключом, так и шестигранником на 6 мм. Давайте подведем итоги. С одной стороны, за сотню вы получаете сбалансированный универсальный велосипед начального уровня, собранный полностью на оборудовании Shimano, включая и тормоза, и втулки, в комплекте с интегрированной системой и 120 мм масляной вилкой. С другой стороны, велосипед не оборудован осями, но это и повлекло бы за собой существенное его подорожание. Конкурент у этого велосипеда, безусловно, есть, но, как правило, их нет в наличии. А эта модель есть прямо сейчас на складе. И судя по заверениям официального дистрибьютора, проблем с поставками в России у этого бренда нету. А это сейчас, пожалуй, одно из самых главных преимуществ. Итак, если вам надоело просто так кататься по бездорожью и асфальту, и вы почувствовали в себе силы, чтобы начать рысачить по трейловым тропинкам, то эта модель как раз для вас. Ну а залогом надежности бренда является то, что старшие модели с легкостью покоряют не то что трейлы, им под силу даже победа на международных соревнованиях по даунхиллу. Друзья, пишите в комментариях свое мнение об этом велосипеде. Надеемся, что обзор вам зашел. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. А если нажмете на колокольчик, то не пропустите наши новые видео. Также нас можно будет найти ВКонтакте и в Телеграм. Ссылки мы оставим под видео. Всего вам наилучшего, путешествуйте налегке и с комфортом.